Доброе утро. Вот мы выдвигаемся уже в поход на тропу богов. Взяли себе перекус такой вот. 2 бутерброда. Тут моцарелла, помидоры и ветчина. Вот такой в магазинчике. 11 евро. Там, кстати, цен нет. Мы просто доверились отзывам. И нам как бы вот женщина просто нам как бы нарезает, взвешивает, как бы потом суммирует. Посмотрим, вкусные или они нет. Обещают быть вкусными. Сейчас уже 9:30, наверное. Уже 9:50, ближе к 10. Да, мы хотели в 9 выйти, но получилось как-то опять поздновато, как обычно. Вообще тропу богов, говорят, проходить где-то 2-2,5 часа. Но мы хотим еще спуститься до самого низа, то есть тропа богов заканчивается еще в горах, а мы еще будем спускаться. А там почти 2000 ступенек. И я боюсь, что у нас, так как еще ноги болят после прошлого спуска, это будет очень долго. Надеюсь, к вечеру дойдем. Позитано. Да, вообще говорят, там тропа это на где-то весь маршрут наш на 9-10 километров, преимущественно спуск. Даже нет, скажем так, она в основном плоская, но потом в конце именно вот 1,5-2 километра чисто ступенек. Вот, просто ступеньки, 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 и люди говорят, что там минус колени, поэтому по возможности попробуем как-нибудь объехать или еще что-нибудь, перебраться по-другому, но посмотрим, как получится. Да, потому что просто спускаться по ступенькам, у нас уже опыт есть, как бы, Да. Спасибо, больше не хочется. Обычно на ступеньках никакого вида нет, просто идешь, и в чем смысл? Да, все, погнали. Погнали. И вот тут уже на площади сразу начало, там почему-то стоят военные медики, ну да ладно. Сколько людей туда уже идет, там очень много прошло, вот начало наших точек. Отметочки, вон написано реально. Позитано 4 часа. Еще в 2 часа там планируется дождь, поэтому Да, нам надо поскорее бы. Будем бежать с перерывами на съемку. Ну вот почти сразу мы уже вышли из такого прям города и сразу же спуск. Спускаемся. Да, куда-то ниже и ниже. В принципе, людей, конечно, много, но не так, чтобы. Пока очередей нет. Пока, да, очереди нет. Но мы читали, что тут очереди точно будут. И что она вот это самая популярная вообще, в принципе, тропа. В этом участке точно, может, даже и по всей Италии. А вот и первые очереди. И Позитано 4:20 стало. Ой, блин, реально. Увеличивается путь. Странно. Ну, пойдем. Пойдем. Вот, кстати, разветвлялись туда вот идти. Тут путь, а мы вот по Позитано нам туда, направо. Кстати, тут уже тропа становится такой, больше пешеходной. Ну, людей, конечно, много. Даже думаю, может быть, постоять где-нибудь пропустить, пока все пройдут, но как будто бы этот поток не кончится. Ой, на дорогу машины вышли. А куда дальше? А почему-то все разделились. Все разделяют. Сейчас посмотрим, как у нас написано. Кстати, такие вот надписи есть. Видов пока особо нет. И мы все еще поднимаемся. Удивительно. Мы посмотрели по трекингу, и там прям так сверху вниз будет. Ну, говорят, что трекинг самый легкий. Тебе легко, Дима? Ну, не знаю, вчера читал комментарии не то, чтобы... Некоторые писали, что для, типа, опытных там, типа, легко, может быть, а для новичков не то, что прям легко. Ну, вообще, я читала, что там даже беременные ходят, старики, все, кто могут, проходят. Просто, возможно, для них это тяжелее, чем для опытных. Ну, вот тут уже начинаются красивые виды. Other crazy guys doing that. I don't know. Ladies, let's have a little talk here, because we can learn from just by watching. What do you think about it? Там даже какие-то пещеры есть. Ну, да, конечно, не забраться. О, первая смотровая, все фоткаются.
Цветочки растут специально, чтобы красивые фотки были. Ну, вид тут, конечно. На подъем лучше какой-нибудь. Еще правила вот есть написаны. В шляпках нельзя. Повезло тебе, Дима, что не в кроксах. Да, вот еще рассказывается про тропу, где она находится. Вот мы, получается, вот сюда вот приехали мы Мирана. Потом вот сюда вот мы здесь сейчас идем, видимо. И мы его аж сюда, в Позитано придем. Вот. О, сердечко какое, смотри. Железное. С фоткой. Станется в сердечке с фоткой. Неровно, конечно. Ну ладно. О, красота. Это вот мы еще идем вообще первые метры, и уже вот так прикольно здесь, интересно. Здесь по карте вроде это пещера написана. Это пещера? Ну, типа, ну, обозначена как пещера. Это какая-то полупещера. Ну да. Вот так мы с стороны. Вон там какая-то дверь. А, да, туда можно пройти. Может, а вон там пещера? Нравятся мне такие вот дома в горе. Тут еще и сверху красота. Здесь фонтанов с водой много. Да, что на тех тропах, что здесь. Это уже втрое на этой тропе. Еще одна видовая сейчас будет. Если много людей стоит, значит там красивый вид. Ну, неплохо. Не скажу, что лучше, чем в других местах. Мы когда там шли, там тоже было так же красиво. Ну, этот же вид был. Только кустов, мне кажется, даже было поменьше в некоторых местах. Мы оторвались от одной группы, вот вторая. Вот они останавливаются просто на дороге, что-то рассказывают и идут дальше. Кстати, у них всех палки одинаковые. Реально группа. Ну, сейчас, может быть, за день становится, мы их тоже обгоним. В принципе, мне тропа нравится. Вот. Она реально как бы вверх-вниз, ну как бы ты особо не устаешь. Ну да, нормально. Да, немножко поднялся, сразу распускаешься, потом снова. Ну, в общем, даже я не устаю подниматься, что удивительно. Да, но то, что так много людей, и постоянно хочется их обогнать, пойти дальше, это, конечно, да, не очень приятно. И тут сейчас классно идем по факту. Без деревьев почти сбоку. Все видно. Там даже не только что большой обрыв, конечно, все равно обрыв. Кстати, видели только первого сейчас человека, который идет в другую сторону. Не на спуск, а на подъем. Ну, чтобы вы понимали, мы сейчас идем на спуск, не важно, что там подъем спереди. Ну, в принципе, высота будет падать потом. Общая. Вот, дом сбоку. Вообще, тут вот еще один указатель. Есть две дороги на цель. Нам туда показывают. Да, тут видишь, тоже написано «Пасsos за газ» налево. А, и направо тоже написано. Вот написано «Эмбо Мирана» 40 минут. Это мы уже после 40 минут идем. Сколько интересно по-настоящему. Мы реально 40 минут, мы где-то здесь вышли, и мы стартовали. И раз сейчас. Неужели они начали указывать нормально эти? Наш время? тайминг. Да. Или мы стали нормально идти? Ну, эту гору прям обходим сильно. И сейчас будет вообще другой вид. Я уже видела. Вот, тут уже совсем другой вид. Вот эта вот гора, мы ее, получается, обошли. Вот оттуда. Смотришь, там глэмпинг какой-то, кемпинг есть. Работает ли он? Глэмпинг? Ну, как будто бы закрытый, да. Столько людей, что даже ничего не снять. Я когда смотрел описание тропы, там было, короче, написано, что там даже можно вроде как... Не, на велосипедах здесь не проедешь никак. Ну, типа, бегают люди иногда, но здесь точно я бы не стал этого делать. Да, не пройти даже.
хотела снять, что часть тропы есть среди леса, а мы по камням полезли. Вообще, да, часть тропы среди леса есть. Можно вот в тенечке спрятаться, особенно если солнечно. Сейчас не солнечно, но все равно в лесу прохладно. Не, ну летом, конечно, туда идти будет очень жарко, мне кажется. Надо вот именно, может быть, вот сейчас мы в мае, тут сейчас, наверное, где-то, градусов 20, я думаю. И, в принципе, когда идешь жарко, но по лесу вообще хорошо. Вот это, мне кажется, самая красивая часть тропы. Тут прям идешь. Самое страшное. Вот, там прям обрыв. Вот, но очень красивый вид. Водичка там прям видна. Камни даже видны. В воде. Да, в воде вода такая чистая. И вот так вот идешь. Дима, иди. Я покажу, как ты идешь. Вот, и такие вот красивые виды на горы, а снизу море. Вообще, вот тут прям пока мое любимое место. Кстати, люди там ходят и сверху, вон там вот, и снизу. Как-то везде кто-то где-то ходит. Но здесь прям возле обрыва вообще круто. Ну да, кстати, вот как мы и говорили, там люди прямо вот даже есть. Я видел вон там, на той части скалы сверху. Наверху там, да. Как они туда залезли. Наверное, там какой-то проход есть из этих всех ответвлений. Но мы идем именно по основной дороге. Внизу видно, как машинки едут. Вот мы тут стоим. Это место мы смотрели по Google Earth предварительно. Я все переживал, насколько оно будет узкое. Ну, типа, там реально обрыв большой, но как бы, тут сама дорожка может метр почти. А если еще островой, там, который по бокам, так и, в принципе, 1,5 метра будет. То есть, Да. в принципе, нормально. Просто по Google Earth выглядело так, что прям вообще Очень стрёмно. очень стрёмно, да. То есть там буквально ответственная такая скала и маленькая дорожка. И насколько скала большая, настолько дорожка маленькая. Вот, и мы даже, думали, что вот, страшно пройти будет. Вот, мы этот куст узнали, представляете, на Google Earth кусты разглядывали. Вот как мы готовимся к путешествию. Да, и мы, кстати, узнали, что мы тут смотрели, что есть еще вторая дорога сверху. Вот, но там она не понравилась, потому что там одни кусты. А здесь вот такие вот виды. Поэтому все правильно идем. Все по плану. Козлики кричат, наверное, не выпускают их погулять. Кстати, гора вообще красивая. И тут такой вот обрыв. Кстати, вот эту вот дорогу мы тоже смотрели. Вот она тут идет, получается, вот вдоль. Вот, и она тоже выглядит прям очень маленькой. В сравнении с горой, вот сбоку тоже, вот как будто бы они идут прям 2 шага. Сейчас посмотрим, каково там вообще. Ну, кстати, не такая уж она узкая, в принципе. Ну да, тут камни навалены. Если полететь, то улетишь. Ну, в принципе, трава есть, за траву можно, если что, зацепиться. Ну да. Лева не согласен. Ой, как красиво. Ну, очень классная тропа. Понимаю, почему она такая туристическая. Потому что она легкая и прям балдежная. Кстати, там сверху вон натянули веревку. И сейчас будет кто-то лезть. Все стоят, смотрят. Что это за город, интересно? Позитано. Это уже Позитано? Я думаю, да. Ого. Ну, выглядит большим. Ну да. И лодок там капец. Ну да, как будто бы Позитано. Кстати, такие вот отметки есть какие-то, там 8, мы видели 9. Это, наверное, точки, с которых вас, возможно, будут забирать, если у вас что-то случится. Там телефон написан 118. Мы потом сфоткаем еще такую более целую отметку. Это, видимо, по всей тропе, чтобы спасатели, если что, вас забирать. Ой, начался у нас какой-то такой жесткий подъем. Прям по горам. Мы почти скалолазы. Пробка. Дистанцию держать. Вот уже плюс-минус ровно. Первых вот мы вон там прям внизу были. Вон там. То есть это прям такой вот резкий подъем был. А во-вторых, вот какая-то группа еще идет одинаково. Прикольно. Вообще, тут рюкзаки всякие. Вот, это, наверное, тех, которые мы внизу видели. Да, только
поднимались. Вот у них там рюкзаки, рации, наверное, какое-то ориентирование, может быть, по местности. Там Может, это корпоратив у них такой. корпоратив, ты думаешь? Ну, кайф. Выезд на природу. Ой, все остановились. И какой-то звон начался, вообще непонятно, что такое. Тут, оказывается, ремонтные работы идут, и там они что-то засверлили просто. Да, дорогу, Поэтому- короче, улучшают. Да, поэтому такой звук был. Может, вы когда приедете, тут вообще уже будет, не знаю, линолеум лежать. Ну, реально, камешки строят красивенько, чтобы было. Вот тут такая табличка есть, тут полностью она не обрезанная. Тут у вас номер 118 и пятерка. То есть, если вы позвоните по номеру 118, надо будет сказать, что вы на тропе богов. И у вас точка 5. И там или между пятеркой и четверкой, например. Вот. И вас тогда пройдут, заберут. И вот эти вот военные как раз таки тренируются, чтобы приходить вас и забирать. Вот такие вот дороги. Ну, тут везде уже сделано ограждение, чтобы никто не упал. Вот такой вот у нас обед. Едим бургеры. Да. Вот, ветчина, сыр, помидор. Да, кстати, еще сейчас возят у нас. Вот решили где-то сесть. Такой вот вид у нас. Мы чуть-чуть не дошли до Обзорных всех точек. Да, до конца тропы богов. Там просто, наверное, людей будет много. И тут, в принципе, очень красиво было. И мы такие, ну вот, сядем. И плюс там уже Вдоль почти дороги. конец, поэтому Да, лучше тоже в кончается. середине где-нибудь покушать. Ну, еще уже не середина, уже мы вот почти подходим, но все равно как бы уже... Да, потом отнимем, сколько мы тут сидели от общего времени. Вот уже 12:40 мы покушали, выдвигаемся дальше. Хочу сказать, что мы уже идем 2 часа. Вот. По Диминым картам было идти 5,5 часов. Но везде в интернете пишут, что тропу можно пройти за 1,5-2 часа. Это как бы, мне кажется, существенная разница во времени. 2 часа можно пройти, если ты будешь, не знаю, здоровый человек, который не боится за свои колени, будет прыгать по этим ступенькам, камням и налегке. То да, как бы, ну, без остановок там, как бы, в принципе, наверное, можно. Вон туда мы пойдем, Куда? О, ну да. там, где люди идут. Получается, мы сейчас вот здесь вот обойдем. Да, это получается здесь раз обзорная точка, и там где-то, ну, короче, вот на вот этом вот выступе Да. А вот это вот, по идее, это уже конец. города. Вот этот город. Нотелле. Нотелле. Носелле, Нотелле. Правильно читать? Я вообще хотела сказать, что на второй части тропы вот реально по всему периметру вот лежат доски. Вот справа, слева. И, может быть, они хотят всю тропу так делать, но пока только вот половину сделали. Написано, что Позитано 2 часа сверху, а снизу написано 50 минут. Это, наверное, для нормальных людей или для тех, кто... для итальянцев, или тех, кто бегает. Написано, что на Селле 15 минут. Ну да, тут уже как бы мы подходим. Тут уже вон 2 у нас. И обидно, что мы вот только что вот поднимались, потом резко спускались сразу же после следующего камня, а теперь сейчас будем снова подниматься. Ну, конечно, я все понимаю, рельеф, но немножко тяжело психологически. Тут поднимаешь, тут спускаешься, ну, как бы надоедает. Не, ну, такое, на самом деле это лучше, долго. чем постоянно идешь вверх там 300 метров, а потом где-то там уже потом спускаешься. Просто понимаешь, основная проблема в том, что вот, мне кажется, я когда читала про всю информацию про это место, то я думала, что это будет прям легко. То есть, как бы все такие, ой, да 15, там что там, 1,5 часа, там пожилые ходят. Короче, ничего так не прям легко. Вот, то есть тут тоже нужно пройтись, и тоже не нужно надевать шлепки. Да, люди И бывают в идти, шлепках ходят. да. И думать, что ты такой, типа, ой, это сейчас придем, тут все за 1,5 часа, мы за час прибежим. Нет, это не так. Вон, смотрите, какая у меня обувь черная уже, ну, такая серая. Да, здесь Только что-то что очень пыльно. Да. Только что проходила девушка, которая в шлепках шла, у нее все ноги были черные вообще, такие грязные. И она была недовольная. Поэтому не нужно думать, что это очень легко. Нужно собираться как в поход и быть готовым, что будет тяжело. И нужно будет подниматься и спускаться.
Вот у нас, по идее, уже конец маршрута. Сейчас 13:10 было. Получается, вышли мы в 10 часов. Почти 10, да. Да, получается, мы шли 3 часа 10 минут. Ну, если еще добавить, что мы 40 минут ели, ну, мы вообще много останавливалось, но вот мы прям зациклились, что мы 40 минут сидели ели, вот, недавно, то получается, что это 2,5 часа у нас занял весь маршрут. Ну, мы 2,5 часа, включая то, что мы там останавливались, фоткались, сидели иногда. Но это имеется в виду именно сама тропа вот этого вот богов, потому что сейчас еще с этого города будет спуск по ступенькам до Позитано. Да. То есть мы вот пришли именно вот официальный конец маршрута, но еще не конец нашего с Димой маршрута, потому что мы пойдем еще дальше до Позитано. А здесь спит лошадь. Дальше уже вот после тропы просто вот такой вот городок, и спуск вниз начинается. Тут это есть автобусная остановка, по идее можно сразу отсюда и уехать. Смотрите, какой толстый кот. А нам туда. Этот перекресток вообще какое-то разветвление, то есть вот там вот наверх тропа богов, вниз ступеньки в Позитано, вон туда вот. А еще вот здесь вот есть тоже указатель, тоже что-то там ступеньки, автобус ту Позитано и Монте-Пертусо. Вот. Мы как подумали? Вот в этом Монте-Пертусо есть прикольное место, я нашла. Там скала, и в ней такая дырка, ну, дырка, это можно так сказать, отверстие. Вот, и мы хотим туда сходить. Тут, в принципе, по разным картам, по одним картам показывают 2 часа идти, по другим картам показывают час идти. Посмотрим. В общем, мы решили вот туда сходить. Вот. А еще смотрите, это такое, где мы сидит место. И тут вот есть дефибриллятор даже. Идем мы по указателям. И вот, смотрите, тут еще одно такое приспособление, чтобы спускать что-то вниз. Тут явно, наверное, не людей, может быть, какие-то грузы были. Хотя, может быть, как-то... Нет, вряд ли. Может, просто к этому крепилось что-то еще, но не знаю. В общем, да, тут все уже полностью разросло. Вообще, да, мы идем, тут есть везде указатели, стрелочки на плиточках. Мы встретили вот такую вот надпись, как будто бы здесь конец. Но вообще конец вроде как там был. Короче, уже тут этих далеко. табличек, походу, везде, где ходишь, конец. Да, Там, здесь. В общем, там были указатели на автобусную остановку, и мы по ним шли. Но в итоге мы вышли на тропу. Вот, то есть там вот сверху, вон там, вот высоко-высоко, там есть дорога автомобильная. И там есть остановка, которую мы думали, может быть, проехать немножко, потому что уже надоело по ступенькам ходить, и тут факт ступеньки. Но мы к ней не вышли, мы почему-то, следуя указателям, вышли не к остановке, а к тропе. Возможно, мы пропустили какой-то указатель, возможно, куда-то не туда пошли, но, в общем, аккуратно, лучше переспросите, возможно, какой-то поворот мы пропустили. Да не, мы точно что-то пропустили там, потому что там было много указателей разных на каждом повороте, и они там почти тоже написано. Но я думаю, ладно, пофиг, идем. Как у меня на карте, как у меня на трекинге, так и идем. Все. Да, ну вот эта тропа на трекинге есть, то есть это тропа до Позитано и вот до этого города с длинным названием Монте-Пертусо. Но мы, по идее, должны потом скоро вот эта тропа должна соединиться и с той дорогой, которая сверху. Кстати, виды тут тоже классные. Ладно, здесь можно и пройти, смотри, как красиво. Вон кораблики снизу, горы. Я бы сказала, продолжение тропы богов. Ой, слышал, как прям к нам идет. Красавица! Привет! Ну, солнышко, какие реснички. Вот такая тропа. Да, в какой-то момент эта дорога и автомобильная дорога соединяются. И вот тебе и автобусная остановка. Но это не ближайшая. Просто какая-то из. Ну вот дальше, получается, тропа продолжается вдоль дороги. Это, конечно, грустно. Ну, эта дорога классная, мне понравилась. Рекомендацион. А вот это меня уже не знаю. Да, это уже такое. Идти вдоль дороги в Италии, в этих районах, это полнейшая жесть.
Мы видели, как автобусы проезжают. Там буквально вот такое вот расстояние иногда бывает. И, в принципе, такие повороты, что только одна машина проедет. Старая есть какая-то дорога. Ну да. Тут Дима говорит, наверное, его не слышно без микрофона, что вот какая-то старая дорога снизу идет. Но там вот мы выхода не видели. А здесь, не знаю, может быть, по ней, пойти по ней лучше, чем вдоль машинной дороги. Ну, тут написано по мосту. Да, мы вернулись, тут нет никакого прохода. Смотрите, такая собачка хорошая, здесь даже не гавкает у нас. Вот, тут тоже перекрыто. И вон там уже, по идее, это начало. Но вот перекрыто. Видимо, там нет прохода. Поэтому придется идти вдоль дороги. А я тебя похвалила, а ты гавкаешь. Эх, собачка. Итак, сейчас у нас здесь мост. Мы планируем спустить вниз, посмотреть, что же там под мостом. Вон там, видите, сколько расстояние. В общем, да, мы под мост пытались спустить камеру. Даже что-то получилось. Но вообще я хотела снять, что вот тут дорога, она вот оттуда уходит, сюда вот приходит. И там вот с той стороны... Кстати, машин тут вообще почти нет. Пару машин проехало, и так движение спокойное. И люди, кстати, много кто ходит по дороге. В общем, там вот вода шумит, там, видимо, эта дорога старая куда-то туда вот идет. И там какая-то вода, может, водопадик маленький. Но вообще нам очень понравился этот мост и этот перекресток. Горы тут красивые, конечно. Это у нас автобус. Да, вот сразу после моста, то есть, получается, мы туда вот пришли, там мост, вот мы только что там были, и вот здесь вот уже автобусная остановка. Вот расписание. Мы пойдем дальше, уже не будем ждать автобус, правильно? Вот мы уже пришли к этому городу, который Монте Пертусо. Классно, что это такое большое футбольное поле. Городок вроде небольшой, футбольное поле большое. Да. Спортивный, наверное, город. А еще это вот это Монте Пертусо, там внизу Позитано, да? Ну, понятно. А еще вот там эта дыра, она там видна. Вон там вот, вон там вот. Мы сейчас приблизим. Ну вот нам, получается, надо будет сейчас спускаться, да, вот вниз, а потом вот так вот еще оп, к ней подниматься. Но мы хотим подняться. Вот отсюда его прям хорошо видно, что там дыра в скале. Не знаю, мы все спускаемся, как будто бы мы сейчас будем очень много подниматься. Просто мы уже вон сколько спустились. О, тут даже уже не видно. А еще сколько спускаться. Ой, не знаю, даже одолеем ли мы такой подъем сейчас. Да, вот начинаем мы свое восхождение. Там вот была остановка. Вот там вот название напишем. И там даже был туалет, и был Wi-Fi. Wi-Fi не работал, туалет не закрывался, но зато все бесплатно. Вот. Так что как бы сервис для людей делают. Вот мы начинаем подниматься, нужно вон туда. Кстати, есть еще вот такой вот план. Люблю я всякие карты снимать. Вот, даже вот есть вот это вот гора. Да. Мы спросили, ну там с нами поговорили, сказали, что вот только что спустились уже, и что тут, 15-20 минут подниматься. Но оно того стоит, поэтому мы будем подниматься по большому количеству ступенек. Наверное, у нас это будет не 15-20 минут. Фух, вот где-то середина. Мы устали. 8 минут. 8 минут подъема по лестнице. Вы попробуйте. Еще с рюкзаком, как у Димы. Ой, в общем, поднялись мы по лестнице. Реально у нас получилось 15 минут.
А дальше идет такая вот тропинка. По идее, уже ни вверх, ни вниз. Тренируйтесь, пожалуйста, заранее. Ходите по ступенькам. Отрабатывайте навык ходьбы по ступенькам. Оно вам пригодится. Хотите потренироваться, просто... Тут такие ступеньки. Очень большие такие, прям толстые. Намного толще, чем в обычных домах, подъездах. Поэтому поищите себе ступеньки повыше, пожалуйста. Для тренировок. Ну, кстати, потом по тропинке все равно еще ступеньки есть. Но уже не такие серьезные. Ладно, вру, тут ступеньки прям вообще... Нам нужно прям ногу на 90 градусов поставить, чтобы на них наступить. Фух. Наша Дима залазит. Ой, да, конечно, это пока самая сложная тропа из всех, что у нас были, еще и спускаться. И вот оно, мы пришли. Фух, вообще. Тут он даже обустроено, сейчас кушать, наверное, будем. Какие-то еще оборудование стоит. Фух, какая-то еще тропинка есть. Там, кстати, фоткаться, наверное, можно. Ну как тебе, Дима? Громко говори. Ну, странно, какие-то провода вон там торчат, что там торчат-то? Разведены зачем-то. Непонятно. Но, вообще говоря, да. Тут есть вон вторая дорога какая-то. Можно завтра не пойдем. Не, я думаю, смотрите, вторая дорога, может быть, там фоткаться вот оттуда можно, поэтому она есть. Здесь она прямо вниз спускается. Плюс наверх идет, я никуда вверх больше не пойду, все отстань. Кстати, поднимались мы 22 минуты. Вот. Ну, это прям от этой точки стартовой. Мы начали в 00, а пришли в 22 минуты. Ого. Если один маршрут строят, в эту сторону пойти. Понятно. Классно. Запиши без блоков по горизонту. Что не переворачивайся. Потусовались мы тут уже целых полчаса, и ну тут классно, никого нету. Ходи, фоткайся, снимай, что хочешь. Даже есть вон места, где можно взять, поставить, зафиксировать, типа себя поснимать, там, селфи. Ну, короче, все это классно здесь. Вот. Поэтому, ну, нам нужно спускаться уже там 4 часа, а нам еще в Соренто ехать, поэтому сейчас пока спустимся. Да, но мне здесь понравилось. Конечно, подъем очень сложный. Я боюсь думать про спуск, который сейчас будет. Но вообще тут классно, да, вид классный. Тут вот с одной стороны вид, и со второй стороны вид. Даже не знаю, с какой лучше. Вот здесь такие горы вообще шикарные, а здесь такой город. Да. Вообще супер. Ну, ветрено, короче, именно вот в этой вот. Ну да, логично, наверное, что в дырке ветрено. Уже продувает со всех сторон. Ну, вообще, конечно, да, советуем, если вы где-то здесь будете. Это тяжело, но оно того стоит. Тут вообще прям классно. Кстати, спустились мы даже меньше, чем за 10 минут. Ну, примерно 10 минут. Уже и внизу. Вот там вот проходик. Вот туда вот идете, вот так оп. И там какая-то калитка. Она выглядит как частная, но неправда. Ну, можно с другой Вон стороны туда, обойти. Вот там лестница. Там, сверху. Да, можно еще сверху выйти. Тут вот туалет есть. Воду можно набрать. И мы решили, что мы подождем автобуса, потому что мы уже находились сегодня. Мы считаем, что наш лимит истек. Еще спускаться вниз до Поситано, так вообще устанем. Лучше оставить свои силы на следующие походы. Такой вот есть автомат для воды. Получается 2 кнопки. Оказывается, вот это вот газированное, это не газированное. Я налила газированную, но я газированную не пью.
Я закину сразу 50 копеек. Сдачи она тоже, кстати, не выдает. Я налила газированную, поняла, что ошиблась, но там уже, так как я закинула 50 копеек, а стоит один раз налить 0,05. То есть получается, что я налила на 10 раз. Вот, нажала. Я налила себе вот сюда, вот в эту бутылку, это 2 раза. То есть там за примерно, наверное, полторашка. То есть здесь 0,75 это наливает. И налила газированную, которую я не пью. Я пошла ее вылила. Прихожу наливать обычную, а оно уже обнулило счетчик. И все. Теперь нужно опять закидывать денег. Это просто капец. Я не знаю. Главное, ничего не написано. То есть просто интуитивно даже догадаться, что оно стоит 0,05. Интуитивно догадаться, что вот это вот газики, оказывается, а это обычные. Я просто в шоке. И в итоге получается, что я зря воду вылила. И зря закинула так много. И вообще, оно обнулило деньги, пока я выливала воду. Что-то смешно, да? В общем, сели мы в автобус. Вот. Стоит 1,8 евро для человека. И, конечно, мест сидящих нет. Вообще, в принципе, мест не так много. И ездит он очень тяжело. На кочках прыгает. Вообще 1,8 как-то дороговато. Мне кажется, что до Амальфи так уже доехать. Вообще спускаться было бы, конечно, долго. Поэтому ладно, ничего страшного. Так хоть постоим. Но мы уже хотели пешком идти, потому что он сильно опоздал. Минут на 20-30. И они тут раз в час ходят, то есть, короче, расписание вообще ничего не значит. Мы пришли за 20 минут до отправления, и потом еще полчаса ждали, то есть, наверное, он ушел предыдущий, прямо перед тем, как мы пришли. Так вот медленно проезжаем машину. Спускаться, конечно, очень много надо было. One of the wheels is just on the borderline of falling off, and Florence is just hubble. And so I'm just like, fuck, I guess I gotta carry this thing. It's not rollable. Чтобы вы понимали, тут была двухсторонняя, точнее, дорога. То есть вот люди машины ждут, пока все проедут, а потом едут. Это вообще просто, я не знаю. Вот машина поехала, то есть двухсторонняя обычная дорога, но она такая узкая, что там одна машина еле проезжает, а две так тем более. Короче, мало того, что этот автобус оказался вот таким вот, как я уже описала, так он еще нас и привез не по тому маршруту, не в то место. Вообще есть совсем не тот маршрут. Короче, он круговой маршрут этот. Ну, видимо, да. Видимо, круговой. Вот. И он привез нас... Ну, мы должны были проехать по другой дороге, там выйти, чтобы сесть на автобус до Соренто. А он на эту остановку даже не приехал. Сейчас будем искать, где вообще Если эта хочешь, остановка. чтобы тебя завезли, надо сейчас садиться, покупать еще один билет и ехать уже 3 остановки наверх. Да. Вообще бред какой-то. Мы в шоке. Вообще, мы смотрели сейчас на Соренто, там просто вот эта дорога, которая идет, она все равно очень высоко от моря. То есть, в принципе, может быть, не так много нам было спускаться нам, конечно, но от моря, вот даже сейчас, если спуститься к морю, там вообще очень большой подъем. Сейчас попробую поснимать. Тут такое было. Короче, как я рассказывала, я налила газированную воду. Я налила еще вот сюда. Я открываю эту крышечку, и она стреляет, летит, ну не знаю, она, кажется, 3 метра вверх полетела и приземляется на проезжую часть, где ее сразу же переезжает какой-то сначала мотоциклист, потом машина. Там много чего переехало. Вот здесь тоже, вон, смотри. Сейчас, конечно, уже никого нет, блин. Да, там сразу просто наехали все и раздолбали ее. Блин, хорошая была. Не, ну в принципе можно еще одну заказать. Вообще. У меня в квартире моей мамы висит картина Позитано. И я такая, когда-то сидела, такая думаю, где же, интересно, это место? Погуглила, и я оказалась Позитано. И я такая, поехали в Позитано, и мы вот здесь. И мы сейчас пытались найти этот вид, который с картины, вот на это вот купол. Но не нашли, потому что, скорее всего, это какое-то частное место. То есть даже как бы вот все места, что мы прошли, даже там этого вида не было. Скорее всего, на пароме поедем. Потому что автобус через 2 часа. Вот, скорее всего, будет забитый. Сейчас посмотрим, какой паром. Если паром... Ну, паром через час. Если паром будет не такой забитый, то поедем на нем. А вот тут, кстати, вы когда поднимались, то тут было очень много людей, которые с этим фоткались. Ну да, красивенько, конечно, понимаю.
Но тут прям была давка. Вот так вот выглядят улочки Позитано. Тут вообще нельзя заехать внутрь на машине. То есть мы вот сейчас спускаемся вниз. И это вот все, это только пешеходная зона. Вот так вот выглядит снизу город. Получается, вон там вот сразу и пляж, и набережная, там и лодки, и все, что можно. И вот мы, получается, пытались, спускались и просто вышли где-то под землей, не под землей, просто под зданиями прошли и сразу вышли на пляж. То есть мы даже особо между этими домиками не гуляли. Тут какие-то очень сложные ходы, не совсем понятные. А мы идем вот на порт посмотреть, как-то тут людей многовато. Возможно, мы и не уедем сейчас. Купили мы, в общем, билеты. 18,50 стоят. Сегодня на 18:40. Позитано Соренто. Вообще, по идее, это написано, что он, наверное, с Соренто приедет, и потом сразу же поедет обратно. Мы спросили, как много вообще продано, сможем ли мы сесть, там, сказали, все, don't worry. Да, вроде там, каждое место, на каждого человека. Да, на каждого есть места, то есть больше билетов, чем места, они не продают. Ну и хорошо. Вот. Еще там была плата за сумку 3 евро, но сказали, что вот эта вот сумка, покажи, Дима, все нормально, не надо доплачивать. Это рюкзак. Ну и хорошо, опять же. Да. Вот еще панорама. Сказали прийти за 15 минут, но мы наверняка ходить не будем здесь тусоваться. Осталось полчаса. Ты сорбет, смотри, 7 евро. Даже здесь 7 евро, блин, вообще. А не 10, это Ну, хорошо. Не, мне кажется, эти обнаглели. сорбеты, видишь, они нам так дали, их типа... Замороженные, да? Да, замороженные, просто как будто бы они где-то в магазине можно купить просто и все. Ну, возможно, кстати. Ну или хотя бы какой-нибудь кофейни там. Мы нашли очередь в Соренто, и как будто немножко наврали. Смотрите, какая она. Продолжает увеличиваться. И все вот они должны вместить в один корабль. Надеюсь, что это должен быть большой корабль. Потому что тот, который мы были в Амальфи, с Амальфи там до Майори, то туда бы мы точно все не вместились. Тут очень много людей. Скрестим пальчики. В общем, сели мы, да, конечно, мест много, мы бы точно остались бы, смогли бы сесть, но проблема в том, что мы не успели занять место сверху. Стояли мы там в первой половине очереди. Все сразу побежали, сразу же начали занимать места, и когда я поднялась, то там уже, вот буквально передо мной заняли последнее свободное место возле вот борта. Вот. А садиться уже не возле борта нет смысла, там очень, они близко стоят, эти все сиденья, и там просто, мы бы могли сесть, но тогда мы коленками упирались бы в другого человека, и это напротив друг друга там есть места, это неприятно. Поэтому мы, Дима, пока я там ходила, мы разделились. Да, Настя пошла наверх, я на низ. Да. Дима занял гарантированное место снизу хорошее, а я пошла наверх пытаться найти хоть какое-то место, но не смогла. Тут плохо, что окна прям грязные. Кстати, на камере не так уж и они могут открываться теоретически, но... Да, но почему-то их закрыли и не дают открыть. И тут еще душно. Пока что мне не очень нравится снизу. Ну, зато когда сверху будем ехать, там будет жесткий ветер. Может быть, люди будут сюда приходить, а мы по тем местам займем. Потому что вообще, когда мы с Амальфи ехали, там не так много людей хотело сверху. Странно, что здесь так много. Ну, здесь буквально все шли сразу наверх. И, наверное, места занимались заранее тоже из-за этого. Вот. Вообще они ходят каждый час, но вот 18:40 последняя, то есть больше сегодня уже не будет. Следующий утром в 9, там с чем-то, 9:15. Уезжаем. Вообще мы поняли, почему закрыты окна, потому что тут волны прям в окна достают, и вот все окна грязные из-за того, что волны им достают. Все логично. Вот. Дима пытается смотреть грязное окно, мне кажется, это бесполезно. Надо пойти туда. Я туда ходила уже, там можно поснимать. Но ветер на улице очень сильный. На втором этаже вообще невозможно стоять долго. Не знаю, и прохладно там. Так что даже, может быть, и неплохо, что мы тусили. Вон разложились. Интересно, как образовались такие прям узоры.